Здравствуйте, мои дорогие! Этот ролик посвящен самой простой переработке старых джинсов и будет интересен в первую очередь начинающим. Такими стильными и несложными подушками можно обновить или оживить интерьер любителей джинсов. Не буду задерживаться, приступлю к работе. Здесь у меня уже заготовлены лоскуты. Вообще я делаю 4 размера, но использовать для наволочек я буду только 2 размера. Вот эти крупные я использовать не буду. Вот эти маленькие 6,5 на 6,5 в готовом виде 5 сантиметров. Эти чуть покрупнее 11,5 на 11,5 в готовом виде 10. Ну, те большие у меня 16,5 на 16,5 в готовом виде 15 и 21,5 на 21,5 в готовом виде 20. То есть можно шить какое-то изделие любого размера, да, с шагом 5 сантиметров. То есть 30, 35, 40, 45, 50, 55 сантиметров и так далее. Нарезала я эти лоскуты вот таким роликовым ножом. И при помощи этой линейки на этом мате. Меня в комментариях часто спрашивают, какой роликовый нож я могу порекомендовать. Я скажу так, вот этот нож у меня существует уже, наверное, лет 9. Я им очень активно пользуюсь, работаю. Сейчас есть модели более эргономичные, ручки удобно брать, да. Поэтому нож можете вообще покупать любой фирмы, любой марки. Но на самом деле принципиальной разницы нет. Самое главное лезвие. Запаситесь лезвиями в достаточном количестве и меняйте их почаще. Как только вы заметили, что у вас где-то не разрезает, да, остаются там нитки, пару ниточек, то нужно лезвие поменять. Квадратики я нарезала не все сразу сейчас, а делала это постепенно, благодаря чему у меня вот такая достаточно широкая цветовая гамма. Конечно, чем больше джинсов старых, да, вы изрежете, тем интереснее будет изделие. Хотя на вкус и цвет товарищей нет, можно использовать двое джинсов или трое. Наволочки будут размером 40 на 40. И плюс еще нужно учесть, подзор, что ли, да, я не знаю, как эту деталь назвать, которая прикроет подушку, вот в месте, где застегиваться будет на пуговке. Поэтому я сейчас выложу полосу шириной 40 сантиметров, да, условно в готовом виде, то есть с учетом припусков она будет, конечно, сейчас пошире. То есть полосу 40 сантиметров и длиной, скажем, 80 и плюс 15, 95, примерно так сантиметров, 95 или 100, то есть метр максимум. Меньше 15 сантиметров вот этот подзор, конечно, делать я не рекомендую. Вот так я выкладываю в шахматном, если можно сказать, порядке. Один большой квадратик и 4 маленьких. Один большой, 4 маленьких и так далее. На все у меня места не хватит, чтобы показать. Я, наверное, начну собирать. Сначала мы собираем вот эти маленькие квадратики по 4. То есть, вот так, да, стачиваем вверх и низ. И затем уже стачиваем вот эти две полоски. Перед тем, как приступить, хочу обратить ваше внимание на то, что долевая нить на всех лоскутках расположена в одном направлении. Вот таким образом, сверху вниз.
В машинку я заправила обычные нитки для шитья, самые дешевые, Дортак. Иголка у меня стоит номер 90. Если хотите, можете поставить иголку для шитья джинсов. Но здесь какой-то сверхъестественной толщины не будет, поэтому я взяла обычную иголку. Иглу я спозиционировала так, чтобы у меня припуски со всех сторон были 7-7,5 миллиметров, чтобы выйти вот на мои 5 сантиметров в готовом виде. Итак, начнем. Длина стежка 3 миллиметра. Ну, можете 3,5 сделать. Но не очень крупно и не очень мелко. Не обрезая нити, сразу же подставляем следующие квадратики сюда. Я сейчас на одном покажу, вот этом, да, элементе, а затем все остальные я уже тоже буду делать, так сказать, потоком. Вот эти припуски нужно будет на разные стороны разложить. Можно утюгом, но тут утюг я сейчас пока включать не буду. Просто разложить их ровненько, аккуратно совместить, да, вот эти вот швы и их между собой. Так, вот первый квадратик готов. Все остальные квадратики я сделаю точно так же и затем покажу, что дальше. Вот такая у меня получилась гирлянда из этих сборных элементов. И следующим этапом будет утюжка. А именно нужно разутюжить вот эти припуски, которые здесь просто отогнуты, и эти припуски, чтобы в дальнейшем изделие получилось аккуратное и все было ровно. Вот у меня все квадратики отутюжены. Здесь еще есть такие элементы двойные. Это для того подгиба, о котором я говорила, 15-сантиметровом. Теперь я уже поменяла нитку. Сверху только поставила белую. Снизу я не меняла. Установила декоративную строчку и проложу декоративные строчки сначала по вертикали на всех квадратах, а затем по горизонтали. У кого нет декоративной строчки, можете взять двойную иглу и сделать строчку двойную, чтобы с двух сторон вот так вот, да, проходила здесь и здесь. Но если и двойной иглы тоже нет, да, у кого совсем простенькие машинки швейные, ну, можно с одной стороны строчку, затем с другой. Также в этом направлении и сюда. Я тоже такие шила наволочки, получается тоже довольно стильно. Может возникнуть довольно законный вопрос, а не будет ли вот с этой стороны потом вот это все обрямкиваться, да, вылезать нитки. Смотрите, когда вы проложите строчку декоративную или две строчки,
нитки вылезать будут после первой стирки только, и они дойдут до этой строчки. То есть чем шире у вас строчка декоративная, или вот 2 строчки, если вы будете прокладывать, тем меньше будет ниток вылезать. Ну, их нужно будет обрезать просто после первой стирки, и все. Дальше это продолжаться не будет. Кто не уверен, можете, конечно, обметать каждый квадратик, да, или ножницами зигзаг обработать, но я это не делаю. Я уже таких наволочек сшила, ну, не знаю, не один десяток уже точно. Претензий нет ни у кого. У меня тоже такие наволочки есть, я их тоже стирала немножко, да, какие-то нитки, но повылезали, я их обрезала. В общем и целом все хорошо. При пошиве любого изделия, особенно пэтчворк, не брезгуем влажно-тепловой обработкой. Сделали шов, строчку, отутюжьте. Не устану это повторять. Это очень важно. Теперь эти квадраты сборные нужно все подровнять. Вот смотрите, здесь даже невооруженным глазом видно, что вот здесь с боков строчка декоративная немножко растянула. Особенно это происходит, если используются джинсы стрейч. Но я использовала всякие. Здесь не стрейч, здесь тоже нет, а здесь тоже стрейч. Поэтому нужно, чтобы эти квадраты сточные были точно такого же размера, как эти цельные. Ну вот видно, да, что по высоте у меня все сходится, а здесь вот, особенно в этих местах, растянулась. Для того, чтобы у вас наволочка, ну или какое-то другое изделие, которое вы будете шить, получилось ровным, аккуратным, без вот каких-то волн таких, вот это все нужно обрезать. Ну, вот такие неровности еще могут возникать из-за погрешности в припусках на швы, да, во время кроя, во время стачивания. Вот здесь я уже разложила заготовку, так как она будет стачиваться. И сейчас я буду делать полосы. У меня будет 4 полосы. Вот первая, вторая, третья и четвертая. Для этого я сначала стачаю вот все квадраты в каждой полосе между собой. Полосы готовы. Припуски я все разутюжила. И теперь можно эти полосы между собой стачивать. И как уже в своих предыдущих видео я говорила и снова повторюсь, когда вы будете стачивать полосы, смотрите, чтобы у вас вот эти вот швы здесь совпадали, чтобы не было вот так, да, как-то. Ну, я сейчас утрированно показываю. Ну, может быть, 1 миллиметр, да, видно не будет. Его можно спрятать под строчкой декоративной. Но если у вас, допустим, там 3-4 миллиметра идет вот смещение, то, конечно, лучше шов этот распороть и переделать. Для тех, кто совсем не уверен в себе, можете, конечно, сметывать полосы между собой. Но я поступаю намного проще. Я вот так лицом к лицу
и скалываю булавками вот именно в этих местах, где идут, где мне нужно состыковать вот эти швы. Прикладываю их ровненько, да, друг к другу и скалываю. Полотно я собрала. Припуски на швы я все разутюжила. И есть некоторые места, там, где толстые джинсовые квадратики, вот припуски, они как бы выгибаются, да, не хотят слушаться, не хотят ложиться. Для этого я рекомендую, я уже в других видео тоже показывала, вот в таких местах просто нужно простучать молотком. У меня молоток резиновый, но можно взять обычный молоток, ну тогда, естественно, да, нужно что-то под низ подложить, чтобы не повредить мат или мебель, что у вас там внизу. Теперь можно прокладывать декоративные строчки. Точно так же, как я делала с этими квадратиками. Сначала сделаю горизонтальные, а затем вертикальные. Строчки горизонтальные отделочные я сделала. Поскольку ширина здесь не очень большая, то проблем у меня не возникло. Я 2 строчки сделала вот в этом направлении. Затем перевернула полотно и последнюю строчку сделала в другом направлении. Сейчас я буду делать вертикальные строчки. И видно, да, что полотно широкое. Я сделаю, наверное, 2. И затем вот так вот буду сворачивать. 3, свернула 4, свернула 5. Затем я переверну полотно и точно так же начну с этого краю. Сделаю первую строчку, загну 2, 3 и 4. Строчки декоративные я тоже сделала. С одного края, там где будет вот этот подгиб, я обработала оверлоком вот этот срез. Нет оверлока, пожалуйста, зигзагом. Если хотите, можете делать подгиб, да, еще, или двойной подгиб, ну, уже без оверлока. Но я подгибы не делаю, потому что, ну, джинсы здесь достаточно толстые. И чтобы потом, когда внутри будет подушка, вот здесь какие-то вот эти вот утолщения не проступали, я оставлю так. Для этого края я сделала обтачку. Шириной она 5 сантиметров. Одну сторону я тоже обработала на оверлоке. Сейчас я ее вот сюда притачаю. Здесь проложу точно такую же строчку. И затем вот так приутюжу. Зачем эта обтачка нужна? Для того, чтобы, когда я буду здесь делать петельки для пуговиц, ну, чтобы стабилизировать вот этот верхний слой джинсовой ткани, чтобы они, петельки, не растягивались, да, как-то не деформировались. То есть обтачка это здесь, конечно, нужна. Обтачка готова. Теперь мне нужно сделать разметку для петель. Делать я буду 4 пуговки, соответственно 4 петли. Здесь у меня припуски на швы примерно по 1 сантиметру, то есть 40 сантиметров будет вот это расстояние в готовом виде. И как вы знаете, ну если кто-то не знает, если 4 петельки, то соответственно вот это расстояние нужно делить на 5. Если у вас 5 петелек, то делить на 6 и так далее. То есть мои 40 сантиметров я поделю на 5, у меня получается по 8 сантиметров между петельками будет расстояние.
Петли я сделаю на машинке автоматом. Показывать я это не буду. У кого нет автомата или полуавтомата, ну, можно сделать петельки вручную. А те, кто не умеет делать петельки вручную и хотел бы увидеть, как это делается, пишите комментарии. Я сделаю в таком случае отдельное видео, как сделать простую петлю прямоугольную на машинке. Ну, у вас на машинке должен быть зигзаг. Петельки готовы, прорежу я их уже потом, когда буду пуговки пришивать. Теперь предпоследний, вернее, этап. Вот так складываем. Здесь у меня передняя, да, условно половинка, на заднюю. Совмещаем все срезы. И вот этот подгиб сюда сверху. Тоже здесь нужно все совместить уголочки аккуратненько, срезы все ровненько совместить. И стачать здесь и здесь. Можно стачать и затем обработать зигзагом или на оверлоке, но я буду стачивать сразу же оверлочной строчкой на машинке широкой. То есть мне уже потом обрабатывать не нужно будет эти два среза. Вот такая у меня есть оверлочная строчка на машинке. Ширину я сделала 8 миллиметров. Она одновременно и стачивает, и обрабатывает край. Сейчас выверну наволочку и отутюжу ее. Наволочка почти готова. Осталось сделать прорези и пришить пуговицы. Когда вы будете пришивать пуговицы, я рекомендую вот в тех местах, да, где вы будете их пришивать, с обратной стороны, с изнаночной, приклеить на паутинку вот такие маленькие кусочки джинсовые. Ну, может быть, и не джинсовые. Это опять же стабилизирует джинсовую ткань, особенно если у вас стрейч. Ну и вообще, как мне кажется, так надежнее. Хотя нагрузки, конечно, тут никакой большой не будет. Наволочки декоративные, но тем не менее. Делать уж так как следует, да, по уму. Сейчас сделаю это и выполню еще остальные наволочки. Вот точно в таком же стиле. Может быть, изменю расположение квадратиков, маленьких, больших, может быть, побольше квадратики возьму. Но нитку я менять не буду, узор я менять не буду, потому что эти наволочки идут как до заказ к уже приобретенным у меня наволочкам. И ну, я несколько ограничена в дизайне. Вы, конечно, можете взять нитки другого цвета, какого-то контрастного, какие-то строчки разные попробовать, да, посовмещать как-то. Может быть, даже джинсы разных цветов, не обязательно голубые, синие, да, а вот какие-то цветные, бирюзовые, красные, бордовые. То есть, опять же, поле для фантазии, конечно, есть. Наволочки готовы. Первую я надела на подушку, чтобы показать, как это в действительности будет выглядеть. На этих наволочках квадраты я расположила в произвольном порядке. Две наволочки я сделала поменьше размером, 35 на 35. Но все наволочки у меня получились в одном стиле. Пуговицы вот все с разным рисунком. У меня здесь 1, 2, 3, 4. Но все из кокосовой скорлупы, то есть они все идентичные. На этом я буду прощаться. Если это видео было полезным, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь. Всем желаю хорошего настроения. До свидания.